Привет, это Технозон. Сегодня мы с вами прошиваем, это такая себе видеоинструкция через кабель Yugus AM6, вообще вот так вот его будем держать, Yugus AM6 и Yugus X2 Cube, и все это относится еще и к X2 Pro, к X2 Play, вообще к любому Yugus. Инструкция достаточно простая, прошивать их очень просто. Идея этого видео родилась после того, как мы выпустили обзор Android TV прошивок для X2 Play Pro и Cube и для Yugus AM6. И они такие на самом деле крутые, что меня очень часто начали спрашивать, как прошить. Люди начали покупать эти приставки, шить, а вот нормальной видеоинструкции нет. Итак, для этого нам понадобится AM6, X2 Cube Play или Pro. Нам понадобится кабель USB папа-папа. Ссылку на хорошие кабеля я положу в описании под видео, чтобы вы не мучились в поиске. У меня обыкновенный USB 2 папа-папа, уже проверенный временем. Также нам понадобится, знаете что, нам понадобятся блоки питания. Обязательно родные блоки питания от этих устройств, без них вы их никак не прошьете. Во-первых, у X2 Play и Pro и Cube микро USB, у Yugus AM6 12 вольт 2 ампера, поэтому другие блоки питания советую не брать. Итак, также нам понадобится еще прошивальщик. Ссылку на прошивальщик ложу опять же туда вниз под видео. Нам понадобится компьютер, потому что для того, чтобы прошить Android TV прошивку, это все шьется через компьютер обязательно. Ну и нам понадобится буквально 5-6 минут свободного времени. Кстати, ссылки на обзоры Yugus AM6 оригинальную, X2 Cube оригинальный обзор и плюс обзоры на Android TV ложу в описании под видео, как и ссылки на сами эти приставки. Это сейчас одни из самых крутых приставок на рынке. Я думаю, что они будут такими и в 2020 году. Обе приставки могут пробрасывать HD звук через VLC плеер, DTS, по крайней мере. И, кстати, они очень крутые стали. Все, ребят, не буду больше спойлерить. Переходим к самой прошивке. Делаем все точно то, что говорю я. Но перед тем, как перейти именно к прошивке этих самых крутых приставок, у нас на канале происходит розыгрыш 3 Yugus AM6 от компании Yugus. Ссылки на условия розыгрыша этого Yugus AM6, а еще у нас разыгрывается крутая видеокарта на 8 гигабайт 256 бит. Все ссылки там вот опять же внизу под видео. Ну а если вы еще не подписались и не нажали колокольчик, то вы 100% пропустите все то интересное, что еще будет у нас на канале. Приставки, обзоры, модификации, еще вообще огромное количество контента. Ну и конечно же все это можно узнать в наших соцсетях, ссылки на которые опять внизу под видео. Что-то я вас опять вниз куда-то посылаю. Ну и конечно же, беру я эти X2 Cube Yugus AM6 и говорю вам хава-банга, ребята, прошиваем Югусы, поехали. Итак, нам понадобится с вами iMlogic USB Burning Tool, которую вы предварительно уже скачали по моей ссылочке. Мы ее устанавливаем. Устанавливается она очень просто. Просто нажимаете 3 раза Next, изначально английский язык, OK, Next, 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 Next и Install. Все. Это все, что от вас требовалось. Это все, что от вас требовалось сделать. И после этого вы нажимаете Finish и нет, стоп, еще и мастер установки драйверов здесь надо нажать. Далее и готово. Все, весь процесс установки прошел. После этого вы запускаете свой USB Burning Tool, нажимаете Да, у вас он появляется и выбираете ту прошивку в зависимости от приставки, которую вы прошиваете. У меня есть два типа прошивок. У меня здесь вообще много прошивок на самом деле. В частности, покажу вам на примере X2 Cube. Вот я выбрал прошивку, то же самое вы делаете для AM6 прошивки, вот просто выбираете прошивку AM6, проходит проверка прошивки, у вас появляется такое окошко и вы просто ждете. Внизу появилась надпись D-Downloads, ну в общем там появляется надпись о том, что какая прошивка у вас сейчас залита в USB Burning Tool. Нажимаете сразу старт, все, больше ничего не меняете. Берете ваш кабель USB папа-папа, вставляете в ваш компьютер. Все, вставили. Один конец кабеля вставили. Второй вставляете в вашу приставку. Неважно, какую, Yugus AM6 или Yugus X2 Cube, но вставляете обязательно в USB с надписью OTG. В данном случае это у нас черный USB в X2 Cube, а в Yugus AM6 это синий USB. Здесь тоже написано OTG. Если вы прошиваете Yugus AM6, то вставили в синий USB. Если прошиваете X2 Cube, то вставляете в черный USB. Все, вставили в черный USB. Yugus предварительно подумала о том, чтобы вы не перепутали. Именно запомнили OTG. После этого вы берете свой блок питания.
вставляете его в розеточку. Вставили. Вам нужна скрепка. Я вам объясню, почему не подойдет зубочистка, либо если это будет очень тонкая зубочистка, либо если это будет, я не знаю, пластиковая какая-то шпажка. Главное, чтобы она пролезла в кнопочку Reset возле антенки. Вот кнопочка Reset, не знаю, насколько вам видно, попробую сейчас так сфокусировать. Кнопочка Reset находится здесь. На Yugus AM6 кнопочка Reset находится сзади приставки, прямо возле наклейки. Ее ни с чем не перепутаешь, она одна. И подготавливаем приставку таким образом, чтобы вам было удобно и нажать, и после этого вставить питание. На самом деле все это делается очень и очень просто. Я уже натренировался, поэтому для меня это действительно плевое дело. Вы вставляете скрепку в кнопку Reset, услышали щелканье, держите и вставляете питание вашей приставки. Я его вставил. И ждем. Ждем, пока у вас не появится прошивка. И она на экране появилась. Пошло ERES bootloader и пошла прошивка. Прошивка займет очень быстро. В таком состоянии вы можете ее ложить, можете держать, но уже скрепка вам не понадобится. Все, пошел download U-boot, форматирует внутреннюю память. Короче, приставка прошивается, и процесс действительно очень и очень быстрый. Мы видим, что прошивка закончилась. Заняла прошивка 3 минуты 59 секунд. Нажимаем стоп. Вытаскиваем USB кабель, вытаскиваем питание из вашего Югуса, и потом вы уже можете включать. Загружаться он будет достаточно долго, поэтому следует набраться терпения. С Yugus AM6 примерно такая же ситуация. Вы нажали старт, вы вставили в USB 3 просто-напросто, вот именно в OTG, зажали скрепкой сзади кнопку, я ее держу, и подали питание. Все. У вас ваша приставка будет прошиваться. Инструкция достаточно простая. После этого вы включаете приставку и уже вот можете смотреть обзоры на Android TV. Но я готов прорезюмировать данное столь короткое видео. Процесс прошивки занимает не более 5-6 минут, а в результате вы получаете очень крутую приставку на Android TV из вот такого обзора, из вот такого обзора. И это все нереально круто. Поэтому мнение команды Технозон, что вот такие вот приставки, они стоят внимания. Смотрим обзоры. И если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх. Если нет, пальцы вниз. Обязательно подписываемся. С вами был Bubble и приставки от компании Yugus на канале Технозон. Пока!